Следующий вопрос от Алексея. Валерий Викторович, прошли крупнейшие в современной истории России учения «Восток-2018». К ним было привлечено около 300 тысяч военных, более 1000 самолетов, вертолетов, беспилотников, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. Не могли бы вы провести сравнительный анализ с другими крупнейшими учениями, а именно «Запад-81»? Это кодовое название оперативно-стратегических учений армии и флота СССР и стран Варшавского договора, проходивших с 4 по 12 сентября 1981 года на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов, а также в акватории Балтийского моря. Нет, конечно, не могут. Это совершенно разные события, разного порядка. Просто даже сравнивать не приходится. Дело в том, что вот те маневры 81 года, 82 года, та самая знаменитая 7-часовая война, как ее получила на Запад, вот, они были условиями договора. Брежнев умирал. Вот. И вся партсовноменклатура после смерти Брежнева мечтала интегрироваться в Запад, но им нужно было показать на своих как бы условиях. И они показывали силовую составляющую переговоров. Ну, их сделали. Что же происходит сейчас? Сейчас ситуация критическая. Вот вокруг Сирии происходит наращивание сил и средств. Вокруг Сирии ведется информационная работа. И накачивается матрица, что американцы ударят по России. Или ударят по сирийцам. Ну, по сирийцам они вообще собираются ударить, но если среди сирийских войск находятся наши артиллеристы и специалисты РЭП, это наши боевые подразделения, нам как этого избежать, ответного удара? Утереться? Ну, у нас был один такой, который хотел на пустом месте утереться в 2008 году. В любом случае, даже если мы утремся, нас раскатают. Потому что война нужна для стабилизации мировой кредитно-финансовой системы. Просто нас, как страну, уничтожат. И здесь ситуация такая. Мы хотим этого. Путин играет на равных с глобальным предиктором. Он говорит, нет. Но глобальный предиктор говорит, так а что делать будем? У нас страновики американские. Они же вот все это закусились. Это с ними надо разруливать. И вот проводятся крупнейшие учения. Россия и Китай участвуют. Показали, и Запад в шоке. Да, это не против какой-то там сирийской армии сражаться. Здесь серьезно. А самое главное, есть определенный консенсус. Повторю, Китай – это от глобальщиков. Это наш ситуативный союзник только потому, что в Китай переносится центр концентрации управления. И поэтому это глобальщики нам подогнали Китай в качестве партнера по остановке американского милитаризма. Но Путин взял бонус. Ребят, вы так же, как и мы, заинтересованы в том, чтобы войны не было. Заинтересованы. А мы говорим, Монголия – наша территория. И не суйтесь. Куда приезжал там Буш? Говорят, Монголия – забытая территория. Нет, Монголия – очень серьезная территория, за которую очень серьезные ставки делаются. И Путин легко, изящно и сказал, все, решаем эту проблему, но в Монголию никто не суется. И как он это сделал?
Монгольские войска участвовали в маневрах. Все. Легко, изящно. И в то же время, повторю, все учения – это проведение войны. Вот сейчас многие – гибридная война. Проведение вовремя учений, показать возможности армии – это многим головы остужает. В том числе и остужает и американцам. Они никогда не воюют в условиях, когда у них будут неприемлемые потери. А неприемлемые потери, они из Сомали смотались, у них люди просто 30 десантников убили, они все моментально собрались и умотали. А теперь представьте себе возможности России. Они почему борзеют? Они почему борзеют? Вот потому, что они надеются, что Россия не ответит. Вот немножко возвращаясь к первым вопросам, я когда вот это все дело с фондом началось, много интересного про себя узнал. Но дело не в этом. Вот что я обратил внимание. Те, кто типа защищают ВПСР и обвиняют меня во всем, а я на форумах не шарился, мне хватает того, что до меня и так долетает. И так объемы такие приходят, что мама не горюй. Вот. Так вот, что их отличает? Их отличает просто злобная ненависть к Путину. Просто вот вообще злобная ненависть. И вот я смотрю на все это и думаю, а где-то я это уже видел. И видел. На Украине в 2013 году, как было организовано всеобщее неприятие Януковича. Так в какие сценарии-то мы вписываемся? Поэтому ситуация очень и очень критическая, и молчать нельзя было. Нельзя было молчать. Кровью хотим умыться. Надо понимать простую вещь. Вот раньше только КПРФ отличалась тем, что я вот, когда встречался с КПРФниками, я просто вот поражался. Ну как так? Выступают патриоты и говорят, вот надо объединиться с американцами, скинуть Путина. Говорю, вы американцев можете победить без Путина? Нет. Тогда, может быть, Путина поддержать против американцев? Нет. Надо объединиться с американцами, скинуть Путина. Путин большее зло. Может быть, тогда вам, как умной обезьяне, постоять в стороне, и пусть Путин с американцами себя истощат, а вы потом добьете того. Нет, надо помочь более сильному и добить Путина. И вот все вот эти типа защитники ВПСР точно так же. Пример Украины ничему не учит. Так вот, ситуация критическая. И Путин, проведя вот таким, вот смотрите, проходит ВЭФ во Владивостоке и проходят учения. Просто одним, вот, что называется, методом кнута и пряника выстраивается мировая система. Шикарнейший управленческий маневр. Вот бы по этому поводу хорошую аналитическую записку. С пониманием, с использованием методологии концепции общественной безопасности, а не методологических рекомендаций Госдепа США по устраиванию цветных революций.